комары закусали. Мою прабабушку зовут Нина Васильевна Киселева. Ей сейчас 93 года. Меня назвали в ее честь. Почему здесь нет картошки Русина? Вот такая. Я помню все с 2,5 лет примерно. Родилась я в 18 году, 2-15 января 1918 года в селе Карасук Карасукского района Алтайского края. Детство раннее прожила в городе Камне с выездом на год, на два в окрестности города. В частности, деревня Столбовая в 20 километрах от города Камня. Очень хорошо помню, когда мне было годика 3, как у меня умирала сестренка, младше меня, Ирочка. Она была 9-я, я 8-я, да. Семья у нас большая, вот. Я была 8-я. Привезли к нам песок, высыпали посредине ограды. Мы с Диной, годом старше меня она, положили ее на песок, закопали. И говорим, Ирочка, ручки скрестили, и говорим, скажи, что ты умерла. Она говорит, я умерла. Помнится момент, как я захожу в квартиру, на соломе лежит Ирочка, умирает, и папа ее поет водичкой, а мы все стоим у изголовья. Она на всех посмотрела и произнесла: папа, мама, Лёля, Таля, Витя, Зина, Нина, бабушка, няня. И умерла. Помню, как ее понесли хоронить, а мы с Зиной сидели за столом. Потом все, умерла она от холеры, поэтому была тщательная дезинфекция проведена. На кухне пол весь залит звездкой, и доска проложена с порога комнаты и через всю кухню. Я шла, подскользнулась и упала в эту звездку, прямо измазалась. В школу я пошла в городе Камни 7,5 лет. Годы были в то время трудные, сразу после войны. С питанием очень сложно. А с 26-го года примерно новая экономическая политика, частная собственность, и стало обилие всего. После голодных лет стало с питанием хорошо очень. Муку покупали сразу глазами. Несколько мешков 5, наверное, у нас был ларь, засыпали. И по воскресеньям готовили все. Сами пекли хлебы, пироги, все возможное, все. А потом, когда наступила коллективизация в 29 году, ликвидация кулачества как класса на основе сплошной коллективизации, да еще 30-й год голодный, когда вымерла такая обильная всегда в питании, в плодородии Украина вымерла, то стало очень плохо с питанием. В 1935 году я поступила в медицинский институт. Вначале на курс по подготовке в институт, с которых меня исключили перед чисткой партии. Директор курсов Танганогов хотел выслужиться, так как у меня папа был служителем
религиозного культа, то меня исключили с курсов по подготовке в институт. И направили как комсомолку работать на ламповый завод. А мама в это время была в Бийске на учительских курсах для занятий с глухонемыми детьми. И когда она приехала, пошла в райком комсомола или партии на эту тему разговаривать и дали указания, что принять в любое место, и в школу, и в вуз, и все, что это не причина, что меня исключили. Вот. Ну, передо мной поставили вопрос, куда идти, в школу или на курсы по подготовке. Я пошла в школу. Походила несколько дней, и мне стало очень скучно. Я бросила школу. Папа у меня с раннего детства, лет с 8, может быть, остался без отца. Воспитывала его бабушка и ее, видимо, сестра. Он очень любил петь, тянулся к знаниям. Учился он в Воронеже. И пел в церковном хоре. Затем проходил курсы или в духовную семинарию. Несколько лет был солистом в капелле Славянского. Это знаменитая капелла по всей России. И в 1906 году начал работать служителем культа. Работал до 1922, видимо, года. Ну, ты говорила, в вашей семье об этом вообще никакой речи не было. И праздники не отмечали, да? Никакие праздники у нас не отмечались, даже не упоминалось ничего. Религиозные праздники. На религиозные темы. Но я помню, примерно еще не сразу оборвалось, в 1923 году, видимо, что-то такое пасхальное отмечалось, и куличи пеклись, сырковое масло, вкусные яйца красили. Но все это делалось под секретом. Даже елки были запрещены до 1937 года. Запрещены были не только елки, а даже портреты в квартире, бантики, галстуки, шляпки. Все это считалось мещанством. Эта форма была такая спортивная или армейская. Красная косынка или гадки. Вот это было в моде. Ну, когда я была маленькая, в Столбово мы жили, года 4-5, я пела песенку. Девочка Надя, чего тебе надо? Ничего не надо, кроме шоколада. Шоколада нету, на тебе конфету. Конфеты не надо, надо мне шоколада. И пела низким голосом. А папа сидел, видимо, обедал, и говорит: Ниночка, выше. Я залезла на скамейку, пою. Опять то же самое. Выше, Ниночка. Я на печку залезла. Да выше. Я на палате залезла. Он опять мне говорит: выше. Я тогда в угол на палате забилась головой, уперлась в потолок. Я говорю: папа, ну куда же выше? Уже выше некуда. Вот это память такая из детства. А Виктор Васильевич, брата твоего, тогда еще Витю, и он же тоже в музыке учился, да, с раннего возраста играл за кадром. А Витя был очень талантливый. Учил его папа. И все в 9 лет он уже играл в кино. Немое кино.
было, и он играл в 9 лет, уже деньги зарабатывал. И когда приезжали какие-либо концерты, то всегда он аккомпанировал. И даже были афиши: аккомпанирует мальчик Витя Литвинов. Потом он поехал в Томск учиться в музыкальный техникум. По окончании его в Ленинград музыкальную консерваторию. В самый страшный год по репрессиям арестовали у меня папу. И меня, как дочь врага народа, исключили из комсомола и сняли со стипендии. И только меня, а очень-очень многих в институте. И не только в нашем, а по всем институтам. Еще в нашем институте более мягко отнеслись. Только нас исключили, детей. А в других институтах и друзей даже этих детей исключили. И причем так вот, сегодня меня исключили, а кто меня исключил, на завтра его, у него родственника, там родители арестовали. Со стипендии сняли. Слышу, что все остальные написали в Москву об этом, и приказ из Москвы стипендию дать согласно успеваемости. И я тоже написала, и на меня пришел приказ: стипендию согласно успеваемости. Мне восстановили, стипендию дали. Но все хлопотали за все полгода, им выплатили, а я не стала хлопотать. Дальше стали давать, и все. Мне помогала старшая сестра Таля. Она мне была вообще как мать. Потом стали всех восстанавливать в комсомол. И не восстановили только меня одну, потому что я категорически отказывалась за обиду, нанесенную мне. Я не стала восстанавливаться. Но комсорг нашей группы долго со мной маялась, но ничего не смогла сделать. А почему? Потому что у меня мама лежала в клинике с онкологическим заболеванием, и уже последние дни перед смертью я с 23 на 24 суббота на воскресенье пришла домой. Папу ночью взяли, и я пошла в клинику, и не знаю, или вперед к маме идти, или в правком сообщить об этом, к маме или в правком. И все-таки пошла в правком, вперед сообщила, что у меня взяли отца. А на собрании на Комсомольском секретарь комсомольской организации объявила, всех перечислила, у кого взяли родители, такие-то вот такие. Они дети врагов народа, они скрывали, и мы их разоблачили. Мне это стало очень-очень обидно, и я категорически против стала восстанавливаться в комсомоле. И несмотря на все эти переживания, молодость брала свое. Я ходила по выходным дням на танцы, а ходили так суббота, воскресенье и четверг еще. Вот. И когда из института шли группы и видим афиши, вечер танцев, тут столько было радости. И несмотря на то, что мама, умирая, говорила, что брось ходить, не ходи на танцы, я все-таки продолжала ходить. И сейчас благодарю себя, потому что такие светлые воспоминания, такая была радость в жизни, когда духовой оркестр играет, а мы еще за домом офицеров, там самые авторитетные такие студенты были, так прямо через балкон бы перепрыгнул скорее, что опоздали на первый вальс.
1939 году познакомилась со своим будущим мужем. Расскажи, как Интересно. познакомилась. У тебя же до этого кавалер какой-то был на танцах, из-за тебя там подраться хотели. Помнишь, ты рассказывал? Ну, не только подраться, порезаться. Порезаться даже. Со мной жили мы на частной квартире, я и Лида Шорохова. И ей нравился, она рассказывает, что мне нравится один парень. А я говорю, кто это? Да Витька Киселев. Я говорю, я его не знаю даже. А несмотря на то, что 4-й курс уже был, он на санфаке, я на личфаке, я его не знала, хотя он очень многих всех знала с санфака. Пришли мы на комсомол, на собрание курса, и она меня просит, пришел он или нет, пришел или нет. Так обычно так бывает, что не сам смотришь, кто нравится, а подружка. Ну, я смотрю, назад поворачиваюсь, на двери пришел, нет, а он рядом через 3 сидит сзади. Уперся так и смотрит на меня. Что такое смотрит? Я опять поворачиваюсь, смотрю. Он продолжает смотреть, как гипнотизирует меня. Ну, раза с 3-го. Я говорю, Лиза, ты знаешь, он мне начинает нравиться. А не соображаю, что ей-то это неприятно. Опять, значит, повернусь, говорю, Лизка, все больше и больше нравится. Но собрание, когда закончилось, пошли домой, мы пошли в гастроном купить. Колбасу искали, в верхний гастроном зашли. И он с Петей Короленко. И они в гастрономе. Здесь мы не купили, пошли в другой гастроном. И они там. Значит, он хотел со мной познакомиться. А Пете неинтересно было, что со мной знакомиться. Ему надо с Ритой знакомиться, а она значительно больше его. Он не хотел. Я, говорит, тебе устрою встречу, познакомлю. И пригласил меня, когда пойдешь, а в этом же общежитии на Кирова 16 жила моя подружка, к которой я ходила. Пойдешь к Клаве, зайди ко мне в комнату. Он жил вместе. Петя говорит, зайди ко мне в комнату. Ну, мы с Клавой Фискиной идем. Я мимо их комнаты 30-й. И заходим к нему. Заходим, а Пети нет. Спрашиваем, а Петя? Нет, нету. А мы тоже гостям рады. Был один Виктор в комнате. Ну, стал нас угощать. Хлеб с такими кусками нарезал, что не знаешь, как тупо нести. Медом намазал, колыванским. У родителей пасека была. Мед течет с куска. Ну ничего, поели, посидели, пошли домой, пошел провожать. Проводил меня, спрашивает, ну куда мы завтра пойдем? Завтра куда-то мы в кино, что ли, пошли. Так походили, погуляли. На 5-й день он говорит, когда мы в ЗАГС пойдем? Но я все отказывалась, не давала ответа, я еще тянула. И на 22-й день, это было 1 числа, мы познакомились октября, на 22-й день я дала согласие, была пятница. В субботу мы подали заявление, безо всяких свидетелей. Это 23-е, 24 воскресенье, 25 нас зарегистрировали. Мы пошли в институт, посидели по первой паре, отзанимались и пошли в ЗАГС. Были уже морозы, снегу, сугробы в октябре, 25 октября. 25-го зарегистрировались и стали счастливо жить уже 32 года. 5-й курс мы проучились, закончили институт, стало распределение. И вот мужа направили в Барнаул,
главным госсанинспектором города, а меня направили эпидемиологом. Проработали мы год. В конце года даже меня направили в Ленинград, в Институт усовершенствования врачей. И по окончании его, когда я возвращалась домой, только переспала одну ночь в поезде, из Москвы выехала, и объявляет, что началась война. Ну, это, конечно, было ужасно. Сразу же с первого дня на каждой станции всем селом близлежащим провожают уже молодых парней на фронт. Слезы. Я переживала очень, потому что думаю, я приеду, уже мужа нет. У сестры мужа тоже нет. Залезу на 3-ю полку или в туалете закроюсь и плачу там. И когда приехала в Барнаул, думаю, не зайду на работу. Еще часы рабочие были. Пойду сразу домой. Но не выдержала. Вернулась, прихожу на работу, и мне сразу вручают повестку. Уже повестка 22 июня была, у меня уже повестка, это было 25. Ну, конечно, слезы были, тяжело очень было. Когда я пришла в военкомат с повесткой, то офицер, который призывников принимал, говорит, вам же не положено. Да почему не положено? Вы же в положении. Я говорю, да нет. Ну вы не стесняйтесь, что тут особенно. Вот же у меня документ есть, что вы в положении. Я говорю, нет, и все. Ну раз нет, так нет. Дал мне направление в хирургический госпиталь начальником хирургического отделения. Хотя я хирургией никогда не занималась. Но вот несколько дней позже побыла там, где нас собирали всех, и вдруг отправляют. 12 часов ночи отправляют. Все родные забегали. Мой муж тоже каждый день меня караулил. Он выше всех был, в белой рубашке, мне его видно, и в темное время 16 машин было. Выезжают из ворот, и наш водитель включил свет. Так что провожающим нас было видно. И он меня в окно кричит, что совсем или нет совсем, и я рукой машу, что отходи, отходи. На что он даже обиделся, что я не разговариваю. А я немножко понимала, что не совсем, потому что у меня одежда была дома, и начальник мне не сказал, что это плохо, что нужно беги с одеждой. Перевезли нас в акушерско-фельдшерскую школу. Всю ночь это мы провозились, располагались, и опять никого не пустили домой, только меня. Каждый день меня отпускали домой. Прихожу, я уже светло. И муж говорит, все, больше ты не пойдешь одна. Пойдем вместе. Пошли мы в военкомат, спросили, какие наши специальности у нас. И нас направляют по специальности в санэпид-лабораторию 5-го дорожно-эксплуатационного полка, город Бийск. Приехали мы в Бийск, приезжаем в Бийск, там уже встречает нас с машиной врач наша Валя Куприянова. Когда в часть приехали, там и начальник наш выпускник, Безденежных Иван Семенович. Позанимались мы в лаборатории в городской. И 15 июля выехали на фронт. Доехали до Омска.
нам были выданы ботинки с обмотками. Эти ботинки сменили на кирзовые сапоги, выдали обмундирование, выдали деньги. Мы довольны были, что деньги у нас приличные были. Приехали в Москву 22 июля. Стали проходить санитарную обработку и налет. Первый налет на Москву 200 вражеских самолетов. А Москва выглядела страшно. Эшелоны идут один за другим, как из мясорубки с ранеными. Один состав в голову, руки в ноги, там в грудную клетку. Все лежачие больные, как из мясорубки ехали солдатики. И нас санитарную обработку провели, и наш состав перевели на другое место. А на утро пошли мы на прежнее место, не я лично, а наши мужчины. И там все разбито. Как раз бомбы попали в то место, где наш состав стоял. Если нас не перевели, значит, нас в первый же день приезда в Москву уничтожили. Ну, конечно, было тяжело переживать. Немцы бомбят, наши зенитки стреляют, а они прямо на вокзале. Мы только ужинать сели. Начинаешь есть, тут как стрельнут, а впервые слышать эти звуки, гул, что и не до еды было. Выехали мы на дорогу, которую обслуживал наш полк. Это Москва-Смоленск. Не доезжая до Вязьмы, первый налет лично на наш состав. Прямо вдоль состава летит и бомбит. Еще не успел остановиться состав, мы повылетели с платформы, в кусты попрятались, как будто там бомба нас не достанет. Сколько-то в Вязьме мы поработали, обслуживали роты нашего полка. Перед Смоленском была крупная остановка, город Спас-Деменск. Первое время там находились, было тихо, налетов не было. Даже я говорила, что ну и заехали же мы, что даже и стрельбы не слышно. Не успела сказать, как налет. Бомбить стали, а мы около вокзала, бомбили вокзал. И там уже появились солдаты раненые, вывороченные, спины раненые. Мужчины наши перевязывают и эвакуировать стали в госпиталь. Потом опять тишина. И в 11 дней говорят, что переезжать будем, собирайтесь. Мы погрузились, у нас было 2 лаборатории походных, очень хорошо оборудованных, и 2 полуторки. И базовая лаборатория. Полуторки с базовой лабораторией обычно были примерно 20 километров от линии фронта, а подвижные лаборатории выезжали на линию фронта. И вот нам сказали, погружайтесь. Мы погрузились, ждем, не отправляют. Ночь проходит, не отправляют. На рассвете население идет с детьми, с узлами, с мелким там, может быть, с котлом, с животиной, с какой. Спрашиваем, что такое? А наша деревня в 5 километрах отсюда, там уже немец. Конечно, такое сообщение нас очень встревожило. Ждем в переживании, никакого приказа не дают. Все воинские части, вся техника
и пулеметы, и танки, и личный состав. Все отходят, все, а мы все сидим. Нас только перевели за огороды, с дома. Потому что лаборатория была расположена на окраине города, где уже в одну улицу только. И за огородами лесочек. Вот нас в этот лесочек перевели. Ждем, никакого приказа нет. Стали обедать. Обед приготовили у нас украинский полк, повара очень хорошие. Не успели начать обедать, приезжает командир полка с приказом занимать оборону. А нас и людей-то нет, кому занимать оборону. В лаборатории нас несколько человек, весь полк, роты размещены до Смоленска. Но в нашем городе, в Спас-Деменске, была первая рота, был штаб полка и комендантский взвод 16 человек. И вот занимать оборону в районе противотанкового рва, это между городом и лесочком. Мужчин наших, начальник Гаврилка Яков Яковлевич, муж мой, пошли занимать оборону к этому рву, и там же комендантский взвод. А меня и Лиду, лаборантка моя, оставили в лесочке в этом эвакуировать раненых. А когда мы сидели в ожидании приказа, я сидела на сосну, навалившись, и слышу сзади меня разговор немцев. Уже они заняли вплоть все до Смоленска, то есть до Спас-Деменска, и окружили по бокам. А центральную часть оставили, чтобы уничтожить окончательно, разбомбить. Вот нас двоих оставили, 2 машины, 2 шофера. Было очень тревожно, конечно. И вдруг появляется начальник штаба из города, значит, сюда прибежали, кто мог, и разрешил отступать. Дают команду садиться по машинам, по нашим, и ехать. Я говорю, а я не поеду. Пока я своих не найду, я не поеду. Лида, останешься со мной? Останусь. А начальник лаборатории Безденежьев Иван Семенович был для нее уже близким человеком в то время. Она со мной осталась, мы побежали, никакого рва не нашли. Когда мы бежали по картофельному полю, летел немецкий самолет. Такие милые мальчики, сейчас я их очень ценю, немцы. Летели над нами, что я черты лица помню. Один черненький мальчик, молоденький. Они даже в нас не выстрелили. Низко-низко самолет летел. Рва мы не нашли, вернулись, говорим, никакого рва не нашли. Тогда начальник санслужбы Овсянников говорит, ну давайте я с вами пойду. Побежали мы втроем. Я говорю, ну что ж мы будем втроем-то? Давайте порознь, чтоб ров на 800 метров протяженностью. Я одна, они вдвоем. Они в своем отрезке рва не нашли, бегут ко мне. И в это время, а я когда бежала, кричала: Киселев, Безденежный, Гаврилка. Все ползут по-пластунски. Вдруг потемнело небо. Налетели самолеты. 52 или говорят 62 немецких самолета и стали бомбить ров этот. Город пробомбят, разворот делают, ров, город, ров. Так 2 часа продолжалось. Только они отлетят опять Киселев, Безденежный, Гаврилка. И группа встала, небольшая группа из 3-4 человек. И самый первый, высокий, руку поднял, что нашелся, это был мой муж. И вдруг они упали. Я в расстройстве, значит, это не они, не нашла. А самолет уже бьет в лоб. Оказывается, они упали, что
налет самолетов опять. Потом, когда самолеты улетели, стала опять кричу, и мы столкнулись. Я говорю, разрешили отступать. Тогда командир комендантского взвода говорит, красная за мной. И меня муж тянет с собой в лесочек. Я ему говорю, что нас там машина ждет. А Лидия с Иваном Семеновичем уже бегут, у него противогаз трепыхается по земле. Когда бомбили этот 2 часа, мы так и лежали на бруствере. Земля поднимается вверх от разрыва бомб. Осколки земля через нас по траектории летят. И только лежишь и думаешь, хоть бы не в меня, хоть бы не в меня. Потом настолько устали, уже как она свистит противно, эта бомба. Только бы в меня, только бы в меня. И Лидия кричит, Нина, ты жива, жива. Опять сколько-то разрывов. Лида, ты жива, жива. Когда мы разрешили отступать и бежали к своим машинам, первая машина уже пошла, мы на вторую успели только заскочить на ходу уже. И проезжали эту поляну под обстрелом. Самолеты все летели бомбить дальше дорогу отхода, потому что города уже не было, только трубы торчали и дымок. И все они летели через нас, и все нас обстреливали. И мы, как видимо, уже последние были, потому что ни одна машина за нами уже не шла. Доехали мы до местечка, где располагался на берегу реки штаб армии, видимо, потому что штаб полка в Сладжеминске. И не заходя к начальству, сам начальник принял решение переехать речку, иначе мост разбомбят, и нам отсюда не выехать. Мы переехали, стали по направлению к Вязьме. Путь наш был, но проверяли наши там части или там немцы. Только остановимся, уже налет на нас, уже бомбят. И как только останавливаемся, сразу начинаем ровик рыть. Не успеем вырыть, друг на друга падаем в этот ровик. Ну, при бомбежке только контузило у нас Сушкова Юрия Николаевича и начальника Ивана Семеновича. А так все целы остались. Доехали мы до подмосковных мытищ, без еды и без воды. А там сыроваренный завод. Нас хорошо приняли, дали нам целую голову сыра. Мы и поели, и попили, и все. И приехали в Москву, в штаб фронта, так как у нас личный состав сохранился. Оборудование лаборатории сохранилось, то на базе нашей лаборатории сформировали санитарно-эпидемиологический отряд ТС-46 3-го Прибалтийского фронта. Ну, дошли мы до городов Латвии, Эстонии, а по дороге, значит, у нас была Тула, Ржев, более длительная остановка. В задачи нашего отряда входило не только обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в войсках, но и на освобожденной территории среди гражданского населения. Потому что территория освобождена, а она была заражена различными болезнями, и сыпной тиф, и брюшной тиф, и тулеремия. Вот, в основном борьба была с сыпным тифом. Когда немцы занимали территорию, и там были больные сыпным тифом, они их загоняли в одно село. А в этом селе даже в один дом
И были случаи, что поджигали их. А когда они освобождали территорию, они наоборот расселяли по разным домам, по разным селам, чтобы больше зараженных сел оставить для наших войск. И вот когда мы были посланы из Ржева на ликвидацию эпидемии, как раз такой случай был, что мы обследовали 30 сел, а в 16 селах были обнаружены больные сыпным тифом. И дали нам 5 человек, врачей-помощников из госпиталя. Одна из них, Ирина Вальдман, вперед меня еще заболела. Она была выпускница досрочная из Ташкентского мединститута, который был эвакуирован из Москвы во время войны. Она вперед меня поступила в госпиталь, потом я заболела. Когда меня привезли в госпиталь, муж привез с водителем, с нашим шофером, на санях меня привезли, то она уже ходила, а госпиталь был палаточный. Я была очень тяжело больная. Голова настолько болела, что глаза нельзя было повернуть из точки в точку. Вот как смотришь в одну точку, и в другую невозможно повернуть. Меня не стригли просто из-за уважения, а приехал наш начальник, эпидемиолог армейский, старший наш начальник, и решил, значит, узнать, где я, попроведать меня. Меня марлей мне сделали марлей косынку, чтобы не заметил, что я не стрижена. Хотя я потом сама попросила стригить, и думала, может быть, легче. Когда он у меня увидел, он удивился, я была неузнаваема. Нина, да неужели это ты? Он даже меня не узнал. И потом, когда уже точно диагностировали, что это сыпной тиф, меня перевели в сыпнотифозную палату. Там лежало все гражданское население, уже поправившееся, еще, выписывать рано было. Ну, разговоры были на бытовые темы, скандалы всякие семейные. Меня это раздражало. А топчаны, они были все соединены между собой. Жерть протянута с двух сторон, и на нее перекладины жерточки. Соломенные матрасы, соломенные подушки. Головой надо лежать было к стене, то есть к палатке, а ногами к центру палатки. Здесь стоял стол и печка сделана из бочки. Отапливалась так, что было, конечно, холодно. И нельзя было повернуться сюда головой. Но я поворачивалась головой, сознавала, что надо беречь голову. А Ирина правила выполняла, это Ирина Вальдман. И у нее осложнение менингита, она умерла 22 лет. Красавица, девица. Вот. И я не выносила этой обстановки. Думаю, я здесь умру. И пошла в свою прежнюю палату. Пошла и завалилась в сугроб. И лежу там в сугробе. Хватились, меня нет. Давай искать, конечно, побежали в прежнюю палату. Меня нашли, привели на старое место. Вот. Еще совсем я не поправилась. Как войска пошли в наступление. Или меня здесь оставлять, и потом я попаду в запасной полк и отстану от своей части. Или меня больную забирать. И меня забрали недолеченную. Приехал муж, и на нашей лабораторной машине, и меня забрали. Когда мы догоняли свою часть, шли сильные бои, через реку надо было переезжать, берег очень крутой, весь завален был разбитой техникой, и кругом все заминировано. А ехали уже ночью. Идет военный, наш-то муж со скульдицким шофером смотрят, везде заминировано. Спрашивает у
человека, как переехать на ту сторону, где можно. Он говорит, что нигде нельзя переехать, если только по воздуху. Ну что, раз по воздуху надо ехать, думаю, сейчас поедут и разобьемся мы все. Я уперлась, приготовилась к этому моменту, когда будем уже гибнуть, головой к стенке машины, ногами уперлась в кресло, стояли на столе на лабораторном. Зубы стиснула, думаю, ну сейчас разобьемся. Так ведь проехал. Ведь такой замечательный шофер был, проехал. Моя бабушка никогда не жалуется на здоровье и никогда не жалуется на свои проблемы. Сколько раз я ей не звоню из Питера в Томск, говорю, бабушка, ну как ты себя чувствуешь? Она говорит, прекрасно. Баб, ну не может быть, ну все прекрасно. Ну наверняка вот что-нибудь. Она говорит, Надя, если бы я всегда что-то говорила плохое о своем здоровье или жаловалась на жизнь, меня бы давно уже не было. 8 мая 1945 года мы уже узнали, что закончилась война. Столько было радости, и плакали, и обнимались, и все. А 9 мая уже митинги стали. Уже мы не так остро ощущали, потому что мы 8 мая уже пережили все. Ну, потом мы продолжали работать. Война закончилась. Но настолько повлияла бомбежка, что когда был салют в Риге в честь победы, в честь победы, а мы в 17 километрах, и меня трясло. Это вот после Спас-Деменска, после 2-часовой бомбежки особенно. Да еще и после того, как я на ликвидации сыпного тифа сама заболела сыпным тифом. Я вообще была уже тяжело больным человеком. Меня даже от кашля, человек кашлянет, меня уже от этого звука трясло. Война с Германией закончилась. Нас направили на восток. Началась война с Японией. Продолжалась она недолго. Началась, по-моему, 9 августа и закончилась 22 августа. А 2 сентября был подписан акт о капитуляции Квантунской армии. Мы были в Манчжурии, в городах Чинчунь, Мукден, это в основном. В Мукдене были с Кургузовым Степановичем в командировке, прямо рядом с пленными Квантунской армии. И жили в доме врача немца тоже. Оттуда выехали 16 сентября, хотя 2 августа закончилось, мы продолжали работать до 16 сентября. Погрузились на платформы, и вдруг слышим чума. Перепугались, что сейчас нас снимут с эшелона и борьбу с чумой вести, работать опять. Но нас отправили. Доехали до Харбина, а Лидия и говорит, у нее деньги остались, манчжурские, японские. Давай сбегаем на базар деньги израсходовать. А неизвестно, сколько эшелон будет стоять. Отправляется и все. Мы кое-что купили, побегали, успели на эшелон и выехали до Биробиджана. Был
Забайкальско-Амурском фронте воевали, а в Биробиджан приехали в Забайкальский военный округ. И прослужили мы там до 1948 года. Хотя приказ раньше был о демобилизации женщин, о демобилизации больных, а муж был болен. Вторая группа у него была по свидетельствованию. Но так как нас сразу двоих надо из части было брать, нас не отпускали, пока не стали расформироваться другие части. Когда была нам замена, нас отпустили, и мы выбрали место нашего проживания и работы Алмату. Приехали в Алмату, нам очень-очень понравилось. Дали себе слово, что во что бы то ни стало закрепиться. Мы там закрепились и прожили в общей сложности 19 лет с выездом в Новосибирск на 3 года. Потом купили свой домик небольшой, саманный. Там у нас появились дети. Что такое саманный? И глина с соломой. В 1951 году появилась Ирина, в 1956 году появился Саша. Муж болел, отголоски войны были, болел желудок. Во время войны все по командировкам на сухом пойти, это повлияло. Стал настаивать, что уехать, что не климат. Поехали и в Новосибирске пожили, и в Томске приземлились. Из Томска стал настаивать на Кавказ или в Астрахань. Потом вдруг на Кубань. Поехали мы в Краснодар. Прожили там 10 месяцев, и все хуже и хуже. И скорее опять в Томск. В Томске он жить не хотел, потому что студенческие годы были очень трудные для него. И голодные, и на стипендию жить невозможно. И морозы сильные, он был не одет, не обут тепло. Он в Томске не хотел, но пришлось все-таки приехать в Томск, и в Томске умирать. Немножко пожил, и мне сообщают, что с ним стало плохо. Я моментально собралась и с работы уволилась, вызвала контейнер. И Саша со мной был, Ирина в Томске оставалась, она в университете училась. И мы приехали. Я пришла к нему в клинику. Он и говорит: ты знала или нет, что у меня? Я говорю: нет, не знала. Какой я легковерный был, что мне верил. А он уже понял, что у него злокачественное заболевание. Потому что студентам объясняют, тут рядом с ним в палате был больной, студентам объясняют. И он разобрался, понял, что у него. И в июле месяце, 26 июля, он умер в Томске на кладбище. Похоронили его. А я с детьми продолжаю жить в Томске.
Вскоре после войны наши товарищи стали уходить из жизни. Первым ушел Степан Степанович Кургузов. Он из Ташкента был. Потом Куканега, потом Горохов, Гаврилка, потом наш начальник Иван Семенович Безденежный. И остались мы вдвоем с Лидией, с которой бегали около рва, кричали своих. У меня сейчас сохранилось и письмо от нее. Она пишет, что мы с тобой остались вдвоем, только все уже ушли из жизни. И вот год назад ушла и она из жизни. Осталась я одна. Больше никого из фронтовиков нет. И никого из окончивших институт нет, тем более школу. Я завершаю. И в семье из моего поколения я последняя, тоже никого не осталось. В прошлом году я познакомилась с очень уважаемым человеком Степан Степанович Сулакшин. Он на 2 года меня младше. И мы с ним договорились встретиться на 100-летие, что будем до 100 лет жить. В июле этого года он умер. Так что я и из знакомых одна осталась. Ну, у вас как удивительно, вы жили все время на даче рядом и как-то рядом в дороге, а получилось, что и на войне рядом дорогами одними Да, ходили. и призывались в одном месте. Я в Алтайском крае, он в Алтайском крае. А узнали об этом в 90 лет? Я в Камне жила 12 лет. Его часть формировалась в Камне. Я на Западном фронте, он на Западном. Я на 3-м Прибалтийском, он на 2-м Прибалтийском. Я в Оськино на дачу, он в Оськино на даче. Без нее бы ты была другим человеком? Без этой войны? Это надо было пройти это время, быть без нее, и каким бы я была. Я не знаю, каким бы я была. Во всяком случае, я стала другим человеком. Я стала закаленным человеком, более уверенным. Что-то во мне солдатское есть такое, командирское. Вот в Алмате эти наркоманы приходили, били двери, вырывались в кабинет, давай все. Зашли в наш кабинет. А я была во 2-й комнате, я заведовала лабораторией. Они там громили, пришли, их послали, иди к заведующей. Он пошел ко мне и давай передо мной стучать костылями своими и кричать, вот сейчас вот я фронтовик, я уговаривала. Не могла ничего сделать. Вышла из себя, взяла микроскоп, говорю, как сейчас возьму микроскоп, как дам тебе, я тоже фронтовичка. Он онемел. Он потерял дар речи. Это я его вылечу. Если бы я бы не была фронтовичка, я бы и условий бы этих не было говорить. И, может быть, у меня такой бы смелости и решительности не было, так сказать. А здесь рядом со мной была врач из соседнего отделения, из Маляринова. Она смеялась, ну и вылечила ты его, ну и вылечила. Милиция не нужна была. Я не хотела ехать в Оськино к сестре, к Елене Васильевне, чтобы не соблазняться, потому что далеко. Говорила, если уж иметь дачу, так или на Басантайке, или в Тимирязевке. А потом, как приехала к ней сюда, воздух здесь совершенно другой. Я размечталась здесь тоже иметь дачу. Но с большим трудом я получила участок, потому что здесь был кооператив политехнического института, а по приказу нашего правительства, по указанию,
10 человек, участников войны, обязаны были принять в кооператив. Но так как им самим не хватало участков, на 40 человек даже желающих не хватало участков, они пытались мне обещать-то обещали, что не имею права отказать. И давать не давали. Но все-таки я настояла, выбила, дали мне участок. И вот постепенно стала наскребать. Денег никаких не было в резерве. Абсолютно никаких. То двери куплю, то рамы, то печку собирала, где поддувала, где плиту, где задвижки. Прихожу на работу, я купила вот задвижки. Ну а землю-то дали? Нет, не дали. Опять я сегодня двери купила. Ну а землю-то дали? Нет, не дали. Наконец дали землю. Начала строиться. Фундамент мне забили пьяницы. И сруб поставили. Остальное все Саша доделал сам. И вот мы уже живем с 83-го года. Вперед в Сараюшке жили 6 лет, пока строились. Потом вот уже дом состали уже наш. Скоро 30 лет. Да. С 83-го. В 83-м году землю получил. Вот. Ну, все приезжают сюда и радуемся. Алло? Да-да. А кто это, опять была внука? Славик звонит. Что ты хотел, Славик? Что хотел сказать? Да нет, спасибо. Их не так много, чтобы помогать. Помидоры собираю. Нет, будут дома дозревать. Они будут дозревать дома. В помещении будут дозревать. Пока же... Ладно, пока. В основном я занимаюсь выращиванием помидоров. Как утром встану, сразу в свою тепличку. Пасынки обрываю, листья ненужные обрываю. Просматриваю, где завязи есть, где можно снять помидор. Вот сегодня ведро помидоров набрала. Бывает, зреет, но я не даю им зреть,
а снимаю пораньше, чтобы дать возможность другим помидорам расти. Лето-то уж не такое продолжительное, а цветет очень много, и завязей много, поэтому надо оставить для них питание. И как только созреют помидоры, не совсем, но пора снимать, они блестящими становятся, их снимаю. Баб, сколько у тебя уже внуков, правнуков, ты их считала? Внуки от Ирины Надя, Вова 2, от Саши Денис, Никита 4, Маша 5, кто-то вроде еще 6 был. Женя, наверное. Женя. Вот. 6 внуков. А правнуков у Нади 2, у Маши 2, это 4, у Дениса 1, это 5, у Никиты 1, 6, У Жени 2. у Жени 2, 8 правнуков. Это чтобы сосчитать, надо брать блокноты, карандаш и записывать. Зеленые помидоры нарезать, пережарить, лук пережарить, морковку пережарить, чем больше, тем получше. И потом тушить, продолжать со специями. Лавровый лист, гвоздику, перец. И получается самодельные домашние консервы. Можно банку закатать на зиму, да? Да. В один год, 69-й год, повсеместно болели помидоры фитофтора, чернели, и все их уничтожали. А я не выбросила даже одного маленького помидорка. Я все перевела их на консервы. Я закатала 50 банок литровых. Вот. И когда угощала знакомых, так сравнивали с магазинными овощными помидорами, мои были вкуснее, чем магазинные. Вкусное блюдо получается. Вкусное блюдо. Могла бы делать бизнес. Вкусное блюдо. Вот. А в прошлом году впервые я варила варенье из зеленых помидоров. Тоже рецепт есть, варенье из зеленых помидоров. Давай. Вот. Но варить как обычно, только помидоры. Вот. Но кроме меня никто их не ел из семьи. Я одна ела. Я себя считаю счастливым человеком. Во-первых, я жила с родителями. Я сейчас очень оценила, очень, когда уже много лет нет у меня отца, я сейчас слишком оценила, какой он был хороший человек, какой он был замечательный. Он ни разу за всю жизнь, нас было сколько, много детей, ни разу голоса не повысил ни на кого. Ни разу никого не шлепнул, не ударил. Ни разу, хотя было много случаев, можно было. Даже из-за того, что я с ним рядом сидела за столом, когда ели, я все за ноги хваталась, комаров отгоняла, а он меня ругал. Все, ногами, руками не трогай, не трогай. Но он не шлепнул ни разу по руке меня. Вот. Это одно. Второе, то, что он не пил, не курил. Это счастье большое в семье. Муж у меня не пил, не курил. Это счастье большое.
не сквернословил. Это тоже большое счастье. Дети у меня не пьяницы, без вредных привычек. Тоже счастье. И внуки пока так же. И уважают меня, и я с радостью их встречаю. И они вроде с радостью ко мне. Не избегают меня. Сейчас как раз такие годы, год-два, когда я не могу жаловаться, что пенсионеры наши военные живут плохо. Нам пенсию повысили меньше 25 тысяч. Нету пенсии у пенсионеров. Нуждающимся дали квартиры, в том числе мне дали квартиру. И как я могу говорить сейчас, что нам живется плохо? Нам сейчас живется очень хорошо. Как я могу говорить, что нам сейчас плохо? Первое время, конечно, было очень-очень тяжело, потому что участников было очень много было без ног, без рук. Жили мы после демобилизации в Алмате, климат теплый. Туда все инвалиды бесквартирные съезжались. Они жили в парках, в парке Горького, на Зеленом рынке. Там страшновато было даже идти в конце рабочего дня, потому что все инвалиды, и стали они наркоманы не по своей воле, на тележках, уже пьяные, уже под наркозом. В поликлинику к нам приходили, били все вывески на кабинетах: давай наркотики им. Так от них не знали, как отделаться. И посылали, что у нас печати нет, все, что вот дадут адрес, где будто бы главврач. И в это время сообщают милиция туда идет давить. Но они не виноваты, они без ног мучились. Им обезболивали, они привыкли к наркозу уже. Вот тогда было очень тяжело им. И квартир не могло нам наше государство дать. Сколько лет прошло, пока ее дали? Представляешь, Пипи? Сколько? 60? Да, 60, больше 65 лет прошло. Какая малая часть людей получила? Малая часть, да. Малая часть, когда в одном нашем районе только за 6 месяцев 460 человек умерло пенсионеров. Это я случайно подслушала, была как раз в Совете ветеранов, там мы только подводили за полгода и между собой разговаривали. Конечно, Германия и маленькая по сравнению с нами, и побежденная была, и восстановилась. Но мы вот до сих пор не можем восстановиться. И не могли удержать советскую власть. 70 лет держали. И пришли к капитализму. Картошки будет очень мало, потому что и фитофторой поражена, и колорадский жук поел. Вот голые кусты фитофтора. Болезнь картошки.
Такая же болезнь у помидоров. Поэтому рядом помидоры рядом с картошкой сажать нельзя. И когда посадят, рекомендуется дать отдых земле, 3 года не сажать на этом месте. А мы как посадили на одном месте, из года в год. Малину рекомендуется 3 года и менять место. А мы посадили в 83 году, и до сих пор на этом месте она. Такие мы огородники.